Рассказ называется «Голодный шепот Верестено». Вы когда-нибудь замечали, как звучит настоящая брошенная деревня? Не та, где дачники летом жарят шашлыки и крутят музыку, а глухая, полумертвая развалина на 30 дворов, где-то на границе Тверской области. Верестено встретила нас угрюмыми, покосившимися избами, проваленными крышами и серым, тяжелым свинцовым небом. Дорога сюда заросла так, что ветки старых ив всю дорогу скребли по бортам моей машины, будто пытались удержать, не пустить дальше. Даже воздух здесь казался старым, влажным, горьким и неподвижным, как вода в запруде. Мой прадед, Егор, родился и прожил здесь всю жизнь. Он упорно отказывался переезжать в город, даже когда из деревни уехал последний молодой житель, а автолавка перестала наведываться раз в месяц. Когда его не стало, дом по наследству перешел мне. Мы с Костей приехали сюда всего на 2 дежурные ночи. Быстро разобрать старые документы, ценные вещи, заколотить окна и подготовить участок к продаже. Мне казалось, что это будет простая, почти рутинная поездка. Но еще на подъезде к Верестено я поймал себя на мысли, что слишком часто смотрю в зеркало заднего вида, словно ожидаю увидеть там не лес, а чей-то силуэт. Но стоило мне заглушить мотор, как навалилась тишина. Плотная, осязаемая, словно нас живьем закатали в вакуумную упаковку. В Верестено не было слышно ни лая собак, ни мычания коров, ни даже банального щебетания воробьев. Воздух казался неподвижным и застоявшимся, как вода в болотной луже. А где-то вдалеке глухо поскрипывала, раскачиваясь ржавая калитка. И от этого скрипа становилось только хуже. Да, Андрюх, местечко чистый хоррор. Знаешь, из тех фильмов, где городские приезжают в глушь, а там их кости находят в местном малиннике. Тут только бензопилы не хватает для полного комплекта. Ты уверен, что твой прадед тут от старости умер, а не от тоски? Вокруг ни одной живой души, аж зубы сводит от этой гробовой тишины. Живые тут есть, Кость. Прадед в своих редких письмах упоминал, что в деревне до сих пор доживает свой век 5 или 6 стариков. Они отсюда уезжать наотрез отказываются, приросли к этой земле. Вон, смотри, у крайнего дома забор свежий, поправленный, и шторки на окнах чистые. Значит, здесь все-таки кто-то присматривает за дворами. Ну, не знаю. Мне от этой тишины уже не по себе. Как будто мы в склеп приехали, и за нами из каждой щели кто-то наблюдает. Пошли быстрее в дом, пока дождь не ливанул. Смотри, какие тучи черные над лесом ползут. Я такое небо только перед грозой видел. Мы вытащили сумки из багажника и потащили их по заросшей тропинке к прадедовскому дому. Изба была крепкой, из толстых, почти черных от времени бревен, с высоким резным крыльцом. Половицы у входа пружинили и гулко отзывались под ногами, будто дом запоминал каждый наш шаг. Когда мы проходили мимо соседского двора, заросшего крапивой выше человеческого роста, я краем глаза заметил на заваленке силуэт. Это была старая баба Нюра, прадедова соседка, про которую он часто рассказывал. Она сидела неподвижно, закутавшись в дырявый серый платок, и смотрела прямо перед собой. Я вежливо махнул ей рукой и крикнул: «Здравствуйте, баб Нюр! Я правнук Егора!» Старуха медленно, словно преодолевая сопротивление, повернула голову в нашу сторону. Ее лицо было бледным, покрытым сеткой глухих морщин, а глаза, они были мутными, подернутыми белесой пеленой. Она не произнесла ни слова. Вместо этого она медленно поднесла корявый дрожащий палец к синим губам и сделала отчетливый резкий жест. От этого движения у меня по спине пробежал холодок, хотя на улице стояла теплая, душная, предгрозовая сырость. Андрюх, пошли быстрее, ради бога. Бабка эта явно кукухой поехала на одиночестве. Чего она шикает на нас? Мы что, в библиотеке? Аж мороз по коже от ее взгляда. Да ладно тебе, старый человек. Мало ли что у нее на уме. Может, глухая просто или из-за своего не признала. Заходи в дом, надо печь осмотреть, пока совсем не стемнело. Внутри дома пахло сухой травой, печной гарью, пылью и старым остывшим деревом. Будто дом не дышал уже много лет. Интерьер остался нетронутым с советских времен. Тяжелый дубовый стол, иконы в красном углу
занавешенные потемневшими рушниками, и огромная русская печь, занимавшая чуть ли не половину избы. Мы с трудом растопили ее. Дрова долго не хотели разгораться, дымили, черный чад ел глаза, но вскоре в топке уютно затрещали поленья. Мы разложили на столе тушенку и хлеб. Зажгли пару восковых свечей, потому что электрические провода на улице были оборваны и уныло болтались на столбах. Снаружи, за мутным стеклом, ветер шевелил туман, и этот тихий влажный шорох только усиливал ощущение, что мы здесь лишние. Когда пламя свечи немного разогнало мрак, на беленой стене печи я заметил прилепленный на застывший воск обрывок плотной упаковочной бумаги. На нем корявым, дрожащим, но узнаваемым почерком прадеда было написано послание. От этих строк у меня внутри что-то оборвалось. «Кость, иди-ка сюда. Посмотри, что тут написано». Андрей, если приедешь, забирай документы и уезжай засветло. Если не успеешь и придется ночевать, запомни главное правило Верестено. После заката не разговаривайте вслух. Никаких криков, никакого шепота, никакой музыки. Они приходят на звук человеческого голоса. Если услышишь, что тебя зовут из темноты, молчи, не отзывайся. Деревня голодная, она забирает слова. На колу молчала, начинай сначала. Слушай, Андрюх, ваш семейный склероз или тяга к пугалкам – это что-то генетическое? Дед на старости лет явно перечитал сказок или с ума сходил от одиночества, а ты теперь бледнеешь над каждым клочком бумаги. Деревня голодная, скажи еще, что бревна этой избы нас сейчас пережуют и выплюнут. Мы в каком веке живем? «Кость, заткнись, пожалуйста. Зачем так орать? Прадед до последних дней в здравом уме оставался, мне отец говорил. Он никогда не страдал галлюцинациями. Если он это написал, значит была причина». Да брось ты! Обычные суеверия глухих мест. Я без разговоров через час засну. Я вымотался за дорогу так, что с ног валюсь. Давай поедим нормально и будем укладываться. Завтра с утра дел по горло. Мы поели в тягостном полумраке. За окном окончательно стемнело, и туман с болот спустился такой густой и белый, что стекла в окнах стали совершенно непрозрачными, будто их залили молоком. Около 10 вечера мы задули свечи, чтобы не тратить воск, и легли. Костя устроился на широкой деревянной лавке у стены, а я лег на старую железную кровать прадеда, которая жалобно скрипела при каждом моем движении. Я лежал, уставившись в непроглядную темноту потолка, и слушал. Мой слух, привыкший к постоянному гулу ночного города, сиренам, шуму машин, шагам за стеной, теперь судорожно пытался зацепиться хоть за какой-то звук, но тишина на улице была пугающей. Не было слышно даже шороха травы под окнами. Верестено словно вымерло миллион лет назад, и мы были последними живыми существами на этой планете. Я заснул чутко, короткими урывками, постоянно просыпаясь от собственного тяжелого дыхания. В какой-то момент я открыл глаза от резкого чувства холода. Температура в избе упала так сильно, что изо рта шел едва заметный пар. Часы со светящимися стрелками показывали ровно половину второго ночи. Печь еще отдавала слабое тепло, но по полу тянуло ледяным, сырым сквозняком, пахнущим гнилой древесиной и речной тиной. И тут, в этой абсолютной тишине, раздался звук. Он шел с улицы, со стороны старой разбитой дороги. Сначала это было похоже на тихое невнятное бормотание, будто у нашего забора собралась толпа соседей и что-то бурно обсуждает в полголоса, перешептываясь. Но постепенно этот гул становился ближе, отчетливее, и у меня на голове зашевелились волосы, когда я начал различать конкретные фразы. За окном был голос Кости. Да, Андрюх, местечко чистый хоррор. Знаешь, из тех фильмов, где городские приезжают в глушь, ты уверен, что твой прадед тут от старости умер? Я замер под одеялом, боясь пошевелиться. Это был голос Кости, один в один. Но Костя лежал на лавке в 2 метрах от меня. Я видел его смутный силуэт в темноте. Андрюх, ты слышишь это? Молчи, Костя! Ради всего святого молчи! Помни, что прадед на печи написал. Ни слова вслух.
«Накройся с головой и не дыши!» Но голоса на улице уже невозможно было игнорировать. Они множились с каждой секундой. Теперь там звучали не только реплики Кости. Я услышал свой собственный голос, который в точности повторял мои дневные ответы. А вслед за ними из тумана послышались другие голоса. Старые, дребезжащие, детские, женские. Десятки невидимых людей окружили избу, словно она стала центром какого-то безумного голодного круга. Они не пытались сломать дверь, они просто ходили вокруг, топали тяжелыми шагами по половицам веранды, шуршали сухой травой под окнами, скреблись ногтями по деревянным ставням, наперебой выкрикивая обрывки наших фраз, перемешивая их в какой-то безумный чудовищный салат. Голоса за окном выкрикивали: «Заходи в дом, бабка кукухой поехала! Андрей, приедешь, уезжай!» Они приходят на звук: «Деревня голодная, отдай свои слова, поговори со мной!» Да пошли вы все нахрен! Кто там издевается над нами? Местные, вы подонки! Я сейчас выйду с топором и пасти вам всем повскрываю, твари! Чего вам от нас надо? Лица свои покажите! «Костя, нет! Замолчи, идиот, что ты наделал?» Но мой крик утонул в наступившей тишине. Стоило Косте сорваться на этот панический, яростный крик, как хор за окном мгновенно, в одну долю секунды замолк. Звуки отрезало словно ножницами. Навалилась такая глубокая звенящая тишина, что у меня заложило уши. Костя стоял посреди комнаты, тяжело со свистом дыша, и судорожно сжимал в руке железную кочергу, направляя луч фонарика на закрытую дверь. Прошло 10 минут. Мы сидели неподвижно, боясь издать даже малейший шорох. За окнами ничего не происходило. Никаких шагов, никакого шепота. Костя мгновенно опустил кочергу. Его плечи расслабились, и он повернулся ко мне. Я видел в полумраке, как он открывает рот, собираясь что-то сказать. Его губы шевелились. Лицо исказилось от напряжения. На шее натянулись канаты вен. Он сильно выдыхал воздух, но из его рта не вылетало вообще ничего. Полная, абсолютная стерильная немота. Не было слышно даже сипения связок или щелчка языка. «Костян! Костян, ты меня слышишь? Попробуй что-нибудь сказать. Промычи, просто издай хоть какой-то звук. Костя!» Костя дико замотал головой. Его глаза округлились от подступающей истерики. По щекам покатились слезы. Он беззвучно разевал рот, хватая пальцами воздух, как выброшенная на берег рыба. Он пытался закричать от ужаса, но его крик оставался глубоко внутри. И в этот самый момент, когда Костя беззвучно плакал посреди избы, из-за входной двери раздался отчетливый вежливый стук. А вслед за стуком из темноты коридора донесся голос. Свежий, чистый, абсолютно спокойный голос Кости. «Андрюх, ну ты чего там закрылся? Открой дверь. Мне холодно тут стоять на веранде. Тут туман такой плотный. Я дорогу к машине потерял. Фонарик выронил. Открой, открой, Андрюш. Давай чай пить. Тушенка остывает». Настоящий Костя, который стоял рядом со мной, издал беззвучный судорожный вздох и мертвой хваткой вцепился в мою куртку, увлекая меня назад, в самый угол комнаты, за массивный остов русской печи. Мы забились туда, сжавшись в один комок, а старая деревянная дверь, ведущая из синей в комнату, начала медленно, со зловещим затяжным скрипом приоткрываться. В образовавшуюся щель широкой полосой пополз серый, пахнущий болотом туман. Вместе с ним в комнату вошла фигура. Слабый лунный свет, пробивавшийся сквозь белесое окно, упал на вошедшего. Это был Костя. Его синяя дутая куртка, его джинсы, его кроссовки с грязными носками. Но стоило ему шагнуть внутрь, как у меня в горле пересохло так, будто я неделю не пил воды. Когда это существо повернуло голову в нашу сторону, я едва не прикусил себе язык, чтобы не закричать. Лицо двойника было абсолютно гладким и неподвижным, словно его вылепили из серого воска. Глаза были широко раскрыты, у них не было зрачков, только мутная белая пелена,
как у той бабки на заваленке. Но самое страшное, его рот был разорван до самых ушей в уродливой, фиксированной улыбке мертвеца. Существо не шевелило губами. Его голос шел откуда-то изнутри грудной клетки, глухо, со странным металлическим скрежетом, как из старого разбитого динамика. «Заходи в дом. Тут тепло, печь горит. Андрюх, ну поговори со мной. Расскажи какую-нибудь историю. Мне так нужны твои слова. Мне так одиноко в этой тишине. Деревня голодная. Ей мало одного голоса. Ей нужен твой». Я зажал челюсти так, что заболели зубы. Рука Кости на моем плече дрожала мелкой, непрекращающейся дрожью. Существо сделало шаг вперед. Его движения были неестественными, ломаными, словно у марионетки, у которой перепутались нити. Оно подошло к столу, потрогало пальцами пустую банку из-под тушенки, наклонило голову, прислушиваясь к звукам в избе. Оно стояло всего в 2 шагах от нашего укрытия за печью. Я чувствовал, как от него веет могильным холодом и запахом разрытой земли. Существо медленно повернуло голову в нашу сторону. «Я знаю, что ты здесь, Андрюх. Твой прадед, Егор, тоже долго молчал. 3 года со мной ни словом не обмолвился. Но перед смертью, когда все-таки не выдержал, закричал от боли и отдал мне свое последнее слово. Скажи хоть букву, просто выдохни, ну же!» Я смотрел в эти пустые белесые глаза сквозь темноту и молчал. Мое сердце стучало так сильно, что мне казалось, этот стук отдается в бревнах пола. Прошел час, затем 2. Существо стояло над нами всю ночь, ловя малейший шорох, вздох или скрип половицы. Но мы не издали ни звука. Мы превратились в камень. Постепенно, минута за минутой, туман за окном начал бледнеть. Небо над Верестино окрасилось в грязно-серый цвет утренних сумерек. И с первыми лучами солнца, которые едва пробились сквозь засиженные мухами стекла, двойник Кости вдруг как-то обмяк. Его фигура начала терять четкость, растворяясь в утреннем свете. Он повернулся и, волоча ноги, медленно вышел обратно в сени. Стоило солнцу полностью подняться над лесом, как оцепенение спало. Мы с Костей, не сговариваясь, бросили все вещи, документы, сумки, все осталось там, в избе. Мы выскочили на крыльцо и побежали к машине. Воздух на улице показался почти свежим, и от этого мне стало еще страшнее. После такой ночи даже утро выглядело ненадежным. Я не оглядывался, но мне все равно казалось, что туман тянется за нами до самой машины, цепляется за рукава и шепчет что-то беззвучное в спину. Когда мы проносились мимо соседского двора, баба Нюра все так же сидела на заваленке. Она посмотрела на нас своими мертвыми глазами и тихо, едва заметно кивнула, словно одобряя то, что мы смогли выдержать эту ночь. Мы едем в город уже несколько часов. Костя сидит на пассажирском сиденье, уставившись в лобовое стекло, пугающе пустым взглядом. Он до сих пор не может издать ни звука. Врачи в городской больнице, куда я его привез, только руками развели. Сказали, сильнейший психологический шок. Спазм голосовых связок. Прописали успокоительные и сказали ждать. Но я знаю, что это не пройдет. На обратной стороне дороги я решил включить автомобильное радио, чтобы заглушить эту проклятую давящую тишину в салоне. Приемник долго шипел, ловя волну среди лесов. И вдруг сквозь треск помех прорвался чистый отчетливый звук. Из динамиков магнитолы раздался мой собственный испуганный голос. «Костя! Нет! Замолчи!» Деревня забрала наши слова. И теперь она крутит их там, в пустом тумане над Верестино, приманивая новых случайных путников, которые решат нарушить ее вечную тишину.